пока подсоединяются. Я тут пока понастраиваю все, пораскладываю. Подождем пока. Знаю, многое хотят поприсутствовать на таком мероприятии. Я пока готовлю трубочки, готовлю все. Так, кто там на связи? Кто на связи? Отмечаемся, что мы есть. Немного, чуть-чуть этих возьму. Так, и чуть-чуть возьму их. Так. Так, сегодня мы ничего не плетем, ничего мы такого не крутим, не плетем, мы сегодня обрабатываем. Потому что я думала совмещать плетение с обработкой, но, в общем, я так подумала, что это займет, ну, в общем, лишнее будет вот это туда-сюда, сюда-туда. Вот. Поэтому, в общем, начинаем с обработки и так закончим обработкой. Ой, всем привет, кто подсоединяется. Кто там на связи? Так, приветик, приветик, приветик. Так, идем дальше. Так, это есть. Теперь мне нужно лак. И так. Где мы будем разводить? В чем? Так, моя коробочка. И водички еще нужно взять. Водички взять. Есть. Так, вода, вроде бы я все. Сейчас, конечно, будет мне совсем неудобно, но я обычно это все делаю на полу. Раскладываюсь так, как на всю комнату. Поэтому сейчас тут будет, конечно, не совсем. Ну, постараюсь. Так. Всем приветик, приветик. Кто там подсоединяется? Давайте еще пару минуточек ждем. И начинаем. Так, значит, у нас обработка, я говорила, да? Значит, будем обрабатывать, ну, в моем случае это 3 вида трубочек. Это первая, хотя, значит, эмаль для радиаторов. Дальше колер, то есть черный. Это как раз газетные трубочки мы красили. На канале есть видео, как мы красили в черный цвет. Так. И самоваренная морилка кора дуба. То есть вот это вот все мы сегодня будем обрабатывать. Так, сразу скажу, что я обрабатываю лаком. Не пропиток, то есть ничего такого не использую. Лак и вода. Все. Вот это все, что мне понадобится. Дальше хочу сказать по поводу лаков. Если, допустим, обрабатываете лаком, я буду показывать, каким лаком обрабатываю. То есть я уже к нему привыкла, я знаю, как он себя ведет при обработке, и я знаю, как с ним обращаться. Каждый лак ведет себя по-своему. Пропитки, лазури и тому подобное. Это, опять же таки, каждый раз, когда вы покупаете лак, к нему нужно привыкать.
Я же уже, наверное, на протяжении года работаю с одним и тем же лаком. Я к нему привыкла, я знаю, как он себя ведет. Поэтому буду показывать на нем, тем более я с Украины, и этот лак, то есть свободно можно купить в Украине в доступе без проблем. В общем, все это будет по ходу. Если будут вопросы, сразу же в течение, то есть вот эфира задавайте, если что-то будет реально, ну, непонятно или интересовать, потому что что-то могу упустить, знаете, как по инерции. Я уже это делаю все, будем так говорить, автоматом. Просто некоторые новичка могут это там, допустим, не понять, либо еще что-то. Вот. Так, всем приветик, кто там подсоединяется, кто ждал эфира, знаю, ждали, и было интересно. С дождливого ура... Ой, дождик, я так не люблю эти дождики. Так, значит, все будем делать вживую. То есть, что имеется в виду? То есть, будем от начала до момента, как вот я их обработала, да, до конца, когда я, в принципе, их заворачиваю в пакет. Ну, образно так говоря. Потому что конец будет через часа 4, я бы так сказала. Но это такое, в общем, все по ходу разберемся. Так, что мне еще нужно? Мне нужно перчатки. Перчатки. Так. Ну что, кто там у нас? Кто готов к поглощению информации? Сразу говорю, это мой способ. У каждого плетельщика, у каждого абсолютно, кто начинает плести, у него будет свой способ. Почему? Потому что лаки разные, фирмы разные, производители разные. В общем, все по-разному. Но, в принципе, принцип, можно так сказать, один и тот же. Так, что еще хотела сказать? Вылетело из головы. Да, значит, почему я выбрала 3 вот этих вида трубочек? Значит, эмаль и колер у меня идет с добавлением лака. То есть я крашу и обязательно туда я добавляю лак. Ну, пропорция, естественно, разная, но, во всяком случае, стараюсь немного добавлять, чтобы сильно не, будем так говорить, не удеревенять, или как правильно так сказать. В общем, не делать слишком дубовые трубочки, потому что их тяжело потом, в общем, увлажнить. Поэтому я добавляю немного лака, когда вот я крашу, допустим, или эмалью, или вот колерами. Эмаль тоже, но опять же таки, для чего добавляю лак? Лак добавляю для того, чтобы, допустим, трубочки у меня не... Вот когда я буду обрабатывать, сейчас увидите этот момент, когда я буду обрабатывать, допустим, белые, да, они могут давать, будем так говорить, такой белый цвет на растворе, да, вот на самой поверхности, там, где буду сейчас обрабатывать. Черные, за счет того, что здесь мало лака, тоже сама состав вот этот, которым я буду обрабатывать, он тоже будет давать черный цвет, потому что лака здесь мало. Если я добавлю больше лака, чем обычно я добавляю, то мне потом их увлажнить будет очень-очень сложно. А я, например, вот честно, я не люблю вот так вот обработать их, да, там с большим количеством лака, такой ядреный состав сделать, и потом увлажнять их в банке. Но это редко бывает, когда мне там, допустим, я что-то плету, да, у меня остались какие-то трубочки с предыдущих там работ, вот, и мне там нужны такого же цвета, поэтому могу их в банке увлажнить. Это что касается вот этих. То есть здесь лака мало, поэтому вот составы для обработки я буду менять. Что касается, я тут в рабочем одеянии, что касается вот, значит, крашеная самоваренной морилкой. Да и не только самоваренной морилкой, обычной морилкой водной, если я крашу, я лак не добавляю вообще. Обработка таких трубочек у меня сейчас совершенно другая. Поэтому буду чуть-чуть по-другому все показывать. Ну, я думаю, уже видео
вы поймете. И если будут вопросы возникать, вы что смогу, то я обязательно вам отвечу. Так, готово. Ну что, значит, приступаю. Первое я к обработке вот этих белых, потому что как бы белый цвет, да, и не так сейчас мне все... стоять, я еще не взяла водичку. Водичку. Сейчас, минуточку. Так, я себе подготовила водичку для того, чтобы протирать потом рабочую поверхность. Так. Ой. Ну что, можем приступать. Значит, показываю, каким я лаком обрабатываю. Опа. Так, значит, лак. Сейчас я его приподниму. Вот такой вот. Девочки с Украины уже знают, я показывала. Фирма Акрилика. Вот. Вот этим вот я пользуюсь лаком. Так. Здесь есть. Теперь. Ой, приблизительно, значит. Ну, значит, что мы... Как я буду поступать? Если у меня черные трубочки красятся, то я буду, значит, сначала обрабатывать эти, а потом обрабатывать морилкой, которые покрашены, а в конце уже будут черные. Итак, я развожу. Вот у меня, допустим, покажу консистенцию лака. Вот она у меня. Ну, она вроде как и жидкая, да, но и не совсем она такая. Вот она вот... Ну, в принципе, вот я развожу ее 1 к 1, и мне вполне достаточно. То есть больше не нужно. Но это на трубочке в основном я развожу 1 к 1, когда я крашу с составом с добавлением лака. Морилкой там чуть будет по-другому. Ну, во всяком случае, сейчас все сделаем. Так, давайте возьмем 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Так, ну давайте еще раз, 2, 3. Вполне достаточно. 13 ложек. И сейчас 13 ложек воды. Я думаю, всем все это понятно. Так, сейчас... Значит, так, вопрос. Наташ, при покраске колерами вы всегда используете белую эмаль? Не дает ли эмаль трубочкам трубочки жесткими, если красить просто водным раствором колера? Эмаль я добавляю это белый цвет, либо, допустим, мне нужно какой-то такой светленький цвет, ну, допустим, да, там сделать светло-светло-зеленый или светло-светло-коричневый, или там, допустим, светло-бежевый, да, то я тогда беру эмаль, и на основе эмали я уже начинаю колдовать. То есть я уже начинаю туда там по капле добавлять цвет, ну и, естественно, добиваюсь того цвета, который мне нужен. Сейчас, например, покажу. Значит, плели вы с вами, мы, кстати, еще не закончили. Вот плели, допустим, мы вот этот вот стаканчик, да. А здесь что я делала? Я брала, сейчас покажу, сразу, не отходя от кассы. Значит, трубочку возьму. Значит, у меня морилка дуб. Сейчас покажу ее родной цвет, я так сказала. Конечно, нехорошо, что я сейчас начинаю играться, но уже не отходя от кассы, я... Значит, вот какой цвет.
знаю, видно вам, не видно. Наверное, ближе вот как-то вот так надо, да, со светом. Вот цвет. Ну, не совсем как бы он такой. Если я приложу, вот будет видно. Вот. Он мне слишком темный. Поэтому что я сделала? Я взяла белую эмаль для радиаторов и в нее капнула немножко колера. И вот такой цвет я получился. То есть я эмаль использую только тогда, когда мне, допустим, нужно осветлить цвет какой-то. А в основном это, допустим, белые изделия, ну, вот такого вот плана. А так, эмаль, черный колер. В черный колер я не добавляю никакой ни эмали, не добавляла абсолютно ничего. Поэтому ну, эмаль, естественно, она просто забьет цвет. Так, с этим разобрались. После эмали нет, трубочки не трескаются. Трубочка треснет только в том случае, если она не готова к работе. То есть она либо слишком влажная, то есть верхний слой трубочки, там где есть лак, он слишком увлажденный. Либо же пересушенный, одно из двух. Вот тогда может треснуть. То есть, а нам же по сути нужно, чтобы верхняя часть взялась хорошо пленочкой, а внутри она стала мягкой. Так, идем дальше. Значит, 13 ложек лака, 13 воды. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Есть. Так, с этим готово. Сейчас я расколопутаю. Так, у меня в составе, берем белое, обрабатываем. У меня в составе уже есть лак, есть эмаль. То есть, если я возьму трубочку, скрутка склеилась. То есть, вот она склеенная. Не до конца, но вот чуть-чуть есть, она оттопыривается. Оттопырщится или топыривается, то есть скрутка. То есть, лака здесь мало. И, естественно, мне как-то писали в комментариях, что так как вы красите, мол, уже не надо его снять? Нет, надо. Не, ну если вот Аллочка пишет, если сильно много положить эмали, то могут треснуться и осыпаться. Не, ну мы ж, это логично, но мы же не до фанатизма доводим столько эмали, чтобы оно там у нас и треснуло, и лопнуло. Ну, тут надо понимать, что мы же не будем в раствор класть, допустим, 15 ложек лака, 15 ложек эмали. Ну, это смешно просто. Поэтому, ну, тут надо понимать, ну, логически, что эмали много тоже. Да и любом, даже если вот так вот взять, что покрасить. Много слоев лака, он со временем трескается, правильно? Ну, как бы тут надо просто понимать самому, что эмали много положить, оно тоже нехорошо. Если кажется, что вот много положу, и все будет у меня хорошо. Нет. Это не даст плюса. Так, ну что, блин, хочется так, чтобы было видно, слишком ярко, наверное, да? Так, слишком темно. Так, девочки, как со светом? Видно, не видно? Потому что мне, допустим, на экране одно показывает, а у вас может быть все совершенно другое. Так, поехали. 1 к 1. Есть. Значит, что я делаю? Это у меня с добавлением лака были окрашены. Вот обильненько. Кстати, крашу на стекле
Почему на стекле? Ну, потому что его удобно помыть, раз-раз помыл и все. Протер. То есть я смачиваю обильно. Вот. Так, вот, обильненько я их все смочила. Это одна сторона. Вторая, я вот буквально здесь немножко сейчас увлажню. Вот так. Кончики я не увлажняю, мы их все равно срезаем, поэтому смысла я не вижу в том, чтобы их увлажнять. Сейчас покажу, что с них стекает, насколько... О, видите, капает. Это настолько я их... Вот, настолько я их увлажнила. Все. Все, я их обработала. И что я делаю? Можно покласть, в принципе, я кладу и на пакет. Давайте сделаем вот так вот. Я вот сюда чуть сдвину. И вот так вот. Мои куча ведерочки. Ой, вот. Все, вот я обработала в кучке. Вот так вот взяла и положила сверху на ведро. Вот. Все, пусть оно у меня лежит. Я его дальше не трогаю. Ну, все, к нему пойдем постепенно дальше. Так, сейчас я здесь протру, потому что, может быть, с этих трубочек эмаль. Вот какая-то кака. С трубочек может быть вот здесь вот сейчас эмаль. И дабы мне не вывозить другие трубочки, я протру. Так. И здесь вот это вот я сейчас делаю чик. Вот так. Все. Это готово. Дальше. Раствор у меня здесь светленький. Теперь я беру нашу морилку. Так, поехали. Значит, что с морилкой? Вот я ее много взяла. Я возьму чуть меньше. Да, кстати, сейчас мне нужно трубочки чуть-чуть их просто поворошить. То есть, потому что они лежат, и жидкость начинает стекать на соседние трубы, на нижние трубочки. Поэтому я их вот так вот ворошу. И у меня, значит, лак так сам по себе, он... такая у него реакция, что мне нужно угадать момент, когда трубочки трогать нельзя. Когда это? Тогда, когда проходит момент, вот как вам сказать, момент, наверное, я так скажу, просачивания воды вовнутрь. Ну, образно я говорю, что имею в виду. То есть сейчас у меня, если посмотреть, трубочка, на поверхности есть лак и вода. Вода начинает просачиваться в трубочку, лак образовывает пленку. То есть снаружи на трубочках будет образовываться пленка. Вот, когда лак начинает, вот как бы, да, там, когда вот водичка начинает просачиваться в серединку, лак, который остается, он начинает с слегонца у меня прилипать. Не все лаки так реагируют, абсолютно. Не все. Есть лаки, которые, допустим, при обработке не липнут, но у меня этот реагирует так. Я как бы к нему привыкла, поэтому знаю уже все эти моменты. Вот сейчас тот момент практически. Вот я ему ворошу. То есть это у нас вот. Еще. Сейчас сниму перчатку и покажу. Ай. Вот. Я их сжала, они в куче. Только-только начинает разваливаться.
И вот я понимаю, что сейчас их нужно оставить в покое. Вот так. Для того, чтобы вот этот вот момент схватывания лака на поверхности трубочки не упустить. То есть я его сейчас не трогаю. Вода просачивается, лак на поверхности остается, образовывая пленку. Все. То есть нужно, грубо говоря, дождаться вот этого пика, да, между тем, как вода уже просочилась вовнутрь, а лак еще не образовал пленку. Как бы так. Все, здесь я сейчас пока не трогаю, пускай он стоит. С этим разобралась. Он стоит, я его не трогаю. Он уже там сам будет себе доходить. Так, теперь обрабатываю вот это. Здесь морилка, в которую лак не добавлялся. То есть я просто покрасила, положила на сушку, и он у меня высох. Морилка, трубочка. И тоже обильненько. Вот так вот я обрабатываю. Мыслей много в голове, все хочется так щепетильно, досконально вам объяснить. Так, вот тоже я обильно, хорошо все. Сейчас, девочки, я почитаю, что вы пишете, потому что я... Это морилка, повторюсь, без лака. Так, значит, какая ситуация у меня с морилкой? Все мною показанное на основе одного лака, которым я работаю уже около года. Поэтому не все лаки могут себя так вести. Пропитки там и все остальное тоже. Так, обработала. Есть. Беру ведерко и сразу раскладываю. Почему сразу раскладываю? Потому что у меня как бы без лака, и трубочка может прилипнуть. Ну, красилась без лака, трубочки могут слипнуться. Окрашенной эмалью, там в составе был лак, и он уже, грубо говоря, образовал такую тоненькую, грубо говоря, пленку, да, корка, пленка. Поэтому я не боюсь, что он там может быстро слипнуться. Здесь же может быстро. Поэтому тут надо тоже ворошить, но не упустить того момента, когда их трогать нельзя, когда начинается вот эта вот обильная липкость. Ну, опять же таки, все проверяйте на своем этом лаке. Так, это я оставила. Дальше, сейчас посмотрю, что у нас с эмалью. Так. Вот как раз тот момент, когда нужно чуть-чуть их потрясти, чтобы они вот отлипли, если где-то что-то. Но уже они вот такие, на поверхности нет воды. Лак начинает образовывать пленочку. Вот. Но еще надо, чтобы буквально чуть-чуть они пару минуток постояли, подышали воздухом. Сразу скажу, тоже момент. Такая обработка, допустим, я вот знаю, что у меня в доме температура теплая, у меня тепло, значит, трубочки, вот которые я обработала, да, я им могу дать час-два полежать, ну, в пакете, да, на воздухе, ну, просто так вот. А если я, допустим, ложусь спать, и мне на следующий день нужно плести, то я эти все трубочки плотно упаковываю вообще в большой пакет вместе с кончиками наружу. Почему? Потому что даже если они вот так вот у вас, ну вот я покажу пример, да, вот свернутый. Кстати, эти трубочки сейчас обрабатывались у меня, боже, а во сколько я их обработала? Наверное, часов 11. Кончик еще не до конца подсох.
но они еще не готовы. Вот еще не настал тот час звездный, я бы сказала бы, когда можно ими плести. Оно вроде бы, да, вот гибкие, но еще нет. Ну, уже трещин нет. То есть трубочка практически готова. Ну, я еще часика 2 подожду. И концы, сейчас покажу, я не сильно... Ой, блин, тут лак, все в лаке. Тоже мне. Я не слишком концы вытаскиваю на улицу, я так сказала, наружу. Вот буквально чуть-чуть вот они у меня торчат. Неровно я их спаковала, ну ладно. Сейчас покажу. На нормальном пакете. Вот. Вот буквально капелька у меня торчит. Вот, чуть-чуть. Все остальное я не вытаскиваю. Почему? Потому что быстро могут пересохнуть. У нас температура в доме очень теплая. У нас печное отопление. Всегда у нас тепло. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, смотрим, что у нас с этим делом. Все. Вот теперь мне нужно, значит, какое состояние трубочек. Трубочка сверху, она еще мокрая. Естественно, плести нельзя. Лак еще не создал пленку, а водичка вовнутрь еще до конца не просочилась. Что я делаю? Я беру большой пакет мусорный. И вот так вот их туда кладу. Прям в пакет. И вот так заворачиваю. Все. И теперь они у меня могут лежать там час, могут лежать 2 часа. То есть, что это будет говорить? Это что, о чем это говорит? Это говорит о том, что, значит, сама трубочка будет напитываться дальше водой, а лак, то есть, лак, который сверху на трубочке, он будет образовывать пленочку. Все, пускай лежит. Я могу там раз в полчаса прийти вот так вот их потормошить. Вот. И вот так вот все. Белый цвет у меня готов. Я его теперь не трогаю. Он может у меня, я же говорю, лежать час-два. А потом я его просто раскладываю вот так вот в пакеты. Не в пакеты, а заворачиваю, да, кончиками наружу. Пару часиков может полежать. И если это ночь, опять же таки мне плести нужно будет завтра, то я полностью их заворачиваю. Перед плетением где-то за часа 2 я их достаю и как бы даю концам хорошо высохнуть. Если не хотите заморачиваться, возьмите их просто феном посушите. Все, с белым цветом я работаю именно вот так. Теперь наша морилка. Ну вот с морилкой здесь сейчас вот какая ситуация. Прошлась я, вода впиталась. И лака, который сейчас вот здесь вот на трубочках, его очень мало. Очень мало. Поэтому... Вообще, для чего я вот морилку и вообще все трубочки обрабатываю вот с водой? Обрабатываю почему? Потому что сама трубочку я высушиваю полностью. Она у меня сухая-сухая. Вот прям. Ну, не совсем как бы деревяшка, да, ну такая вот она. И дабы мне увлажнить внутреннюю часть, я ее обрабатываю именно с водой. Я не люблю такого, как есть там, да, покрасили с лаком, много-много лака туда бухнули и сразу же плести. Вот для меня как-то это несложно, но как-то напряжно, я бы так сказала. Так, теперь, значит, морилка стоит до посинения, я бы так сказала. В общем, она пока стоит у меня, пока я не увижу, что хоть чуть-чуть вот началась пленка образовываться на трубочках. Но сейчас они совсем вот влажные, совсем мокрые. Воды, конечно, на них уже нет, но и пленка еще не образовалась. Хоть какая-то минимальная, чтобы можно было удержать верхний слой трубочки. Так, сейчас почитаю, что вы писали, потому что не читала. Ой, так, очень приятно, что у нас в Украине тоже появились свои мастера-плетельщики, учители в основном
Училась в основном у российских мастеров, за что им очень благодарна. Я тоже училась у российских мастеров, и все по их методам тыка, проб и ошибок. Я вот так вот училась. Ну, естественно, кучу трубочек я переколопутила, выбросила я сколько. Для меня было тоже непонятно. Вот я помню, покрасила. Все, нужно класть в пакет. Ну, я их взяла, положила вот в таком виде. Боже, я их достаю, они никакие. Я не могла понять, почему так. Ой, такой, в общем, ужас было. Так, Наташа, если трубочки из белой пищи бумаги 65, их чем-то нужно увлажнять? Надо еще чем-то барбат. Не пользовалась, ну, она сама по себе получается жесткая на 50%, чем наша обычная такая газетная. Поэтому ничего не могу сказать по поводу этой бумаги. Вот ей-богу, ничего не могу посоветовать. Девочки, кто работал с пищей, напишите, пожалуйста, потому что я, например, я с ней не. Так, приветик, Татьяна, Самурская область, всем здравствуйте, Ирина, добрый вечер. Белорецкий с вами. Так, добрый вечер, эфир сохраните. А то опоздала. Да, конечно, сохраним. Сколько лет вы плетете? 4 года. Так. Бру-бру-бру-бру. Так, с этим разобрались. Все, пускай пока стоит, потому что мне еще... Вот она, вот только, смотрю, начинает что-то там появляться. Вот мне, например, из самоваренной морилки, допустим, больше нравятся изделия, чем, допустим, из покупной. Ну, это такое лично сугубо мое. Так, ладно, поехали дальше. У нас черные трубочки. Так, сейчас я тут наведу почти порядок. Надеваем перчаточки. Так, привет из Одессы. Ох, мой любимый город. Я в этом году буду в Одессе. Ой, вру. Боже, в следующем году летом планирую приехать в Одессу. У меня же родной брат живет в Одессе. Я сама из Одессы, поэтому мой любимый город. Дорогой, зараза, но любимый. Так, все. Оставляю, пускай стоит. Ну что, теперь черный цвет. А вот черный. Вот черный. Тут сейчас будет повеселей. Сейчас я сдвину свое рабочее место чуть-чуть ближе. Вот так. Какая-то гадость. Ой, обрабатываем теперь черное. Татулечка, привет. Так, значит, плету 8 месяцев и только сейчас стала понимать, какие должны быть трубочки, но все равно часто промахиваю. Так что спасибо за делитесь так подробно. Я стараюсь, вообще не за что. Я чем могу, тем помогу. И, кстати, кто-то, я отвлекусь от темы, кто-то мне там говорил по поводу принта незакрашенного. Ой, не видно. Это газета. Так что все прекрасно закрашивается. Было бы желание. Так. Черный. Значит, сейчас будет совсем все черное. Они у меня тоже сухие, прям сухие. В составе есть этот лак. Лак образовывает пленку, плюс трубочки деревенеют.
И пропитать их вот так вот нужно хорошо, чтобы вода просочилась сквозь тот лак. А тем более я же крашу не кисточкой, я их купаю, поэтому состав может красящий, да, может еще вовнутрь трубочки попадать. Поэтому, в общем, много, вот видите, темный цвет на поверхности. Поэтому я их сейчас крашу в последнюю очередь. Вот этот вот состав я оставлю, потому что у меня еще есть обработка черных трубочек. Кстати, эти трубочки у меня на пуфик. Есть. Так, в сторону. И точно так же оставляю, чтобы оно впитывалось. Но здесь какая ситуация? Значит, здесь впитаться может сейчас намного быстрее, чем у меня белый цвет, да, у трубочек, эмаль имею в виду. Здесь намного быстрее, и прилипнуть они могут тоже намного быстрее, чем с эмалью. То есть, если взять по липкости, что быстрее? Значит, быстрее колер, потом эмаль и потом морилка. Вот как бы для себя я вывела такую формулу, что за этим нужно следить. Так, все. И сейчас мне вот нравится наблюдать, как потихонечку будет, вот, если видно, вот на них есть как такой белый налет. Это и есть лак. Вот он сейчас потихоньку начнет себя впитывать. Но их нельзя отпускать, эти трубочки. И тоже лишний раз как бы ворошить. Когда вот лак сейчас вообще, вода впитается, нужно их оставить в покое и не трогать. Иначе вы можете повредить верхний слой. Они начинают сильно липнуть. И получается, вы повреждаете верхний слой. Ну, всему еще рано. Видите, еще. Пускай так вот полежат пока. Так. Все, здесь пока они лежат, я их не трогаю. Сейчас протираю эту поверхность. Сейчас протру здесь, потому что дальше будут снова морилка. Так. И сполосну сейчас кисточку. Этот лак у меня останется, он немножко покрасился. Ну ничего страшного, мне еще обрабатывать трубочки. Так. Ой. Так, Елена, сколько времени прошло, когда уже прям начало получаться? А что именно? Что вы имеете в виду? Когда... Вот смотрите, лака практически осталось совсем чуть-чуть. Вот тут момент, надо их поворошить, чтобы они не послипались. Но, опять же таки, аккуратно. Можно в ведерке их так оставлять, а можно на какую-то решетку их раскладывать. Все, сейчас их трогать нельзя. Почему? Потому что вода просочилась, а лак начинает как бы так склеиваться, да, вот начинает формировать вот эту вот пленочку. И вот в этот момент нельзя трогать. Почему? Потому что они могут, ну, вы можете повредить верхний слой, когда будете вот ворошить, сильно дергать, вот, ну, нельзя. Точно так же и с белыми. Вода впиталась, и как только начинает вот прям сильно липнуть, оставьте, не трогайте. Но опять же таки я приглядываю. Все, пусть этот ежик стоит. Так, смотрим, возвращаясь к вот этому чуду-юду.
вот сейчас, что у нас происходит здесь. Ну, мне здесь еще нужно, можно еще подождать чуть. Сейчас их, мне проще вот так вот достать. О, ну теперь я чувствую, мне так руками удобнее. Раз, намацала, намацала. Ну, еще, наверное, минут 10 нужно, чтобы вот прям хорошо вот вода ушла сверху, а тут чуть-чуть еще образовалась пленка. Еще подожду немножко. Я могу как? Вот я обработала вот самоваренной морилкой вот так вот 1 к 1. Это первый раз я обрабатываю для того, чтобы смягчить трубочку. А вот второй раз сейчас будет, это уже для того, чтобы хорошая пленочка была сверху. Пускай еще постоит, я пока почитаю, что вы там написали. Так, Анастасия. Просто обрабатывать трубочки 65 плотности, лак, вода 1 к 2, воды в 2 раза меньше. Спасибо. Кстати, для получения белого цвета использую белую пропитку Дюфа, а вот все остальные цвета просто развожу колер до нужного цвета водой, обрабатываю как морилкой. Значит, конечно, хорошо, когда есть дополнительно допустим, к эмали, и это очень даже круто, когда к эмали есть дополнительно либо, вот, допустим, лазурь, да, белая, либо там пропитка белая, то есть еще какое-то дополнение будем так говорить, к этому красящему составу, да, к эмали. Почему? Потому что тогда белый цвет дольше будет сохраняться на изделии. Не всегда колер с водой, Настя, не всегда колер с водой дают нужный цвет. Ну, конечно, не всегда. Это смотря какой цвет нужен, смотря какой колер. То есть, невозможно сказать, чтобы вот каждый, допустим, тот же пигмент, да, который мы красим, вот эти вот снежки, я имею в виду колера вот эти, давали какой-то определенный цвет. Бывает такое, что покупаешь один, окрасишь, он какой-то, отличается. Точно так же и в морилках. Я уже много слышу, что берешь, допустим, дуб одного производителя, морилку, и дуб от другого производителя, и совсем цвет разный. Поэтому, тут, как говорится, на свой глаз. Все надо смотреть. Можно смешивать цвета. Чего же нельзя смешивать? Все можно смешивать. Полет фантазий. Так, что у нас тут? О. Теперь покажу, что получилось у нас на трубочках. Не знаю, видно, блеск не видно. Вот сейчас я делаю то же самое, как и вот здесь, вот с белыми. Тоже в пакет. Вот так. И вот так вот я их... их нужно чаще немножко ворошить, темные цвета, допустим. Как темные, то есть цвета, вернее, трубочки, покрашенные колерами. Их нужно немножко чаще вот так вот ворошить. Так, смотрим, что у нас здесь. Так. Ну вот, почти. В принципе, можно уже. Дальше. Значит, здесь трубочка пропиталась практически. Еще не до конца, конечно, но
Ну-ну. Так. Вверх тормашками одеваю. Теперь что я делаю? Я беру лак чистый, не разбавленный. Вот. Беру, вот так вот его набираю на кисточку. Вот. И вот так вот сверху я прохожусь. Сейчас я одну трубочку в сторону отложу, чтобы показать вам. Так. Не сильно тоже. Много лака, они тут же моментально сейчас склеятся у меня. Но это лак вот этот. Вот, не знаю, видно, не видно. Украина, девочки, часто вам знают, я показываю. И многие уже, кстати, покупали. Слава богу, довольны. Так. И я не нажимаю, я аккуратненько вот веду, буквально еле-еле. То есть я просто держу в руках кисть и просто вот веду. Я не жму, не нажимаю. Почему? Потому что верхний слой на трубочках можно сейчас повредить. Вот хорошо. А еще можно взять просто, если, допустим, вы там боитесь, переживаете, что там может что-то с ними случиться, возьмите очень мягкую кисть и просто кисточкой пройдитесь. Все. Ну, сейчас делаю вот так вот, ахалай-махалай. Мешаем это все, чтобы хорошо взялось. И вот теперь тут очень надо аккуратно. Я теперь делаю вот так вот. С морилкой, конечно, я играюсь. Вот так. Чтобы трубочки как можно меньше друг к другу цеплялись. Так. Все, я даже их не трогаю вот сейчас. Пускай они себе стоят. Только чуть-чуть там можно подойти посмотреть, чтобы они там не слипались. Вот чуть-чуть. Все, оставляю их до полного, будем так говорить, впитывания воды. В любом же случае в лаке есть какой-то состав, да, там жидкая вода. Я не знаю, что они туда добавляют. В общем, я жду до тех пор, пока у меня не будет вот такого, как вот здесь, на этих трубочках. Сейчас. Вот они еще не до конца пропитались, их нужно держать в пакете. Ну, теперь посмотрим, что у нас с белыми творится. Но они еще не готовы. Они еще не это. Так. Что мы возьмем? Давайте возьмем эту трубочку. Вот еще рано. Еще чуть-чуть. Есть небольшие трещинки, поэтому не вынимаем. Пускай лежат. Теперь по поводу вот этого. Почему я обрабатываю сверху второй раз чистым лаком? Первый раз я саму трубочку пропитываю. Хорошо пропитываю водой. Ну и добавляю лак туда чуть-чуть. То есть 1 к 1. Второй раз я делаю так, чтобы пленка была более такой вот насыщенной на поверхности трубочки. Если я покажу вот сейчас трубочку, которая была обработана просто 1 к 1. Вот, скрутка, ничего не скрутилось. Потому что изначально в красящем составе не было лака, а при обработке 1 к 1 лака мало. То есть я просто увлажнила трубочку. Сейчас же трубочка, прошу прощения, увлажнилась. Вот
липнет, ой, сильно липнет. Здесь сейчас трогать нельзя. Все. Ну, давайте возьмем, покажу, как она очень сильно липнет. Смотрите. Почему я говорю, что нельзя трогать? Вот. То есть лак начинает образовывать пленку, а я вот эту пленку начинаю руками стягивать, ну, срывать. Все. Поэтому вот сейчас трогать я вообще не трогаю. Абсолютно. Не подхожу и не трогаю. Чуть-чуть там, где-то там дерну. Можно еще разложить. А вообще разложить там чуть ли не по 3, по 4 штучки. Но я люблю вот так вот морилку. Тогда вот хорошо, будем так говорить, хорошая пленка образуется на поверхности трубочки. Ой, вот пока так, жду. Ай, трубочка липкая слишком. Сейчас сполосну руки. Так. Да, еще неплохой лак у нас в Украине «Контакт». Да, неплохой лак. Ну, я его как-то пробовала, когда только-только начинала плести. Вот как-то тут варианта два. Либо это я не поняла, какой, да, он, либо он мне просто не понравился. Я не знаю. Сейчас как-то я вот, будем так говорить, нашла вот этот лак. Он меня вполне устраивает. Я к нему уже очень привыкла, поэтому пользуюсь именно вот так. Таким, вернее, лаком. Так, ну здесь нужно, конечно, ждать. Эта трубочка, она еще не готова. Она еще рвется, поэтому пускай лежит. Так, а здесь вот это еще рано их даже трогать. Еще пускай стоят. Все, вот так вот я оставлю. Я их могу оставить и, ну, знаю, на час, наверное. Но не больше. Потому что в доме тепло, и я не хочу, чтобы трубочка пересохла. Ну, главное, чтобы вот эта вот слишком большая вот такая вот липкость, слишком сильная, она прошла. Сейчас они слишком липкие. За счет того, что лак не разбавленный, он чистый. Ну и опять же таки, у меня так реагирует лак. Если взять, допустим, попробовать другой лак, может такой липкости и не будет. Ну, хотя, в принципе, я пробовала другой, такой особой липкости не было, поэтому как-то... Ну, тут уже вы смотрите по своему лаку. Не липнет — прекрасно. Липнет, ну, значит, ждем вот так. Я так, опоздала на начало эфира. Повторите, пожалуйста, каким составом вы красили белые трубочки. Я красила эмаль для радиаторов и вода. Ну, естественно, лак я добавляю. Так, пускай это ежики эти стоят. Теперь дальше мой процесс. Я вот так вот уберу. Надеюсь, ничего не завалится у меня тут. Значит, беру пакет. Ну, вот так. Начну с белых. Вот. Вот они. Вот они. Вот. Они вроде как и готовы, но еще не. Кончики влажные. Еще нужно, чтобы они хорошо полежали. Вот так вот заворачиваю их в пакет. Но не плотно. Я так. Без, будем так говорить, фанатизма. Вот так просто свернула их. Вот. Вот так. И вот так. Все. И я их оставляю на время. То есть не плотненько. Почему не плотно? Потому что если плотно свернуть, могут где-то что-то может прилипнуть.
Поэтому я оставляю где-то на часик, полтора, вот так вот завернутыми. Пускай они лежат. Периодически я могу подойти сделать вот так. В серединке их там между собой поворошить. Все, оставила, пускай лежат. Следующий. Хорошие такие мусорные пакеты служат прекрасным средством для заворачивания трубочек. Так, есть. Берем черные. Вот они тоже. Вот они еще не совсем готовы. Так. Ничего нигде не послипалось. Они еще не трескают. Нет, еще чуть-чуть есть небольшие трещины. Вот, видите, есть еще трещина. Не до конца готова трубочка. Почему я говорю, что нужно, чтобы они еще лежали. Так, я вот тоже их так раз заверну. Чуть-чуть отодвину. И тоже не плотно. Раз. Все. Пускай лежат. Периодически тоже можно подходить там и вот так вот раз-раз ворошить. Я делаю так. Ну, я уверена в том, что у меня все там будет хорошо. Поэтому я так ворошу. Если вы сомневаетесь, лучше достаньте. Там поворошите их, по одной переберите. И вот так вот в стороночку. Я могу так потрясти. То есть я уже тут не переживаю. Я уже знаю, что той липкости однозначно нет, но для уверенности я их заворачиваю не плотненько. Бывает такое, что я вот так вот их упаковываю. Если я что-то плету, допустим, да, то я их упаковываю вот так по 200 штук. И я себе знаю, сколько трубочек я потратила. Ну, это как бы, если вы плетете какие-то заказы, либо еще что-то. То есть я знаю, сколько трубочек я потратила. Все посчитала, все прекрасно. Так. Смотрим. Ну вот, еще не слегонца липковатые. Но не та уже липкость, которая была вот изначально. Вот она образовывается. Но вот еще рано их трогать. Пускай еще стоят. Сколько пройдет времени, девочки, не могу сказать. Вот честно. Эти пускай они стоят. Знают, что там все будет нормально, они не слипнутся. Кстати, если вы переживаете, что там где-то что-то может слипнуться, я раньше добавляла в состав, которым обрабатывают трубочки, я добавляла бальзам. Чтобы сказать, что я прям там сильно заметила разницы, ну да, они вроде не так слипаются, но вот как-то я не привыкла вот эти инородные всякие добавлять. Вот. Так, сколько они будут стоять? До тех пор, пока перестанет липнуть трубочка. Она сейчас очень липнет. Я их просто не трогаю. Но опять же таки, тут тоже надо перестраховывать себя. Почему? Потому что в доме у меня тепло. И может быть такое, что... Может быть такое, что... чтобы внутри не пересохли. Вот так, все. Вот так вот они у меня стоят. Я только периодически подхожу, смотрю. Ага, трубочка, как только перестала липнуть, все, тут же быстренько я ее в пакет. Ой. Да, в этом деле нужно терпение, совершенно верно. Да. Может, у кого-то, допустим, и другие методы обработки. Конечно, я же всегда говорю, что сколько мастеров, столько и методов обработки. Вплоть до того, что есть обрабатывают там клей ПВА с водой. Ну, никто же не говорит, что обрабатывать нужно вот именно вот так.
Как хотите, так и обрабатывайте. Я делюсь своим опытом, как я делаю. Кто-то может сказать, о, это ж только заморочек. Но не вопрос, найдите метод лучше и будем так говорить, быстрее, который вас устроит. Я, например, я привыкла уже к такому. Вот я, наверное, года 2, это точно, я вот обрабатываю, не, наверное, больше, наверное, года 3 я вот обрабатываю 1 к 1, и от этого я уже отталкиваюсь. Либо 1 к 1, либо 1 к 2, то есть, ну, в зависимости от того, какой лак. Сейчас я перешла вот на вот эту акрилку, уже год я ней пользуюсь, знаю, как она себя ведет, как ней обрабатывать. А то было, я взяла другой лак. Я сначала я обработала ним трубочки и не поняла вообще, как он себя повел. Как-то так вообще, ну, второй раз обработала, я уже поняла, что в нем, допустим, нет такой липкости, как, допустим, вот в этой акрилке. Они не так липнут даже вот как вот эти трубочки я обработала, да, вот. Там нет такой липкости, как в этом. Но мне этот лак акрилка больше нравится, чем тем, что он, вот как бы так объяснить, он как-то вот более концентрированный, что ли, ну как-то так вот. То есть в нем присутствие лака, я так сказала бы, больше, например, чем других каких-то там компонентов. Вот поэтому и пленка от этого лака образовывается лучше, ну, плотнее она, чем, допустим, в другом лаке, который не так лип, как вот эти. Поэтому я же говорю, что тут просто нужно пробовать. Нет идеального способа, да, там, обработки. Все нужно пробовать, абсолютно все. Почему? Потому что лаки разные. Кто-то пользуется лаком, кто-то пропиткой и так далее, и так далее. Поэтому все подстраивайте под себя. Вот так. Так, здравствуйте. Спасибо за информацию. Трубочки с морилкой, если не трогать, не слипнутся? Ну, я вот их поставила, они у меня не слипнутся сейчас. Почему? Вот. Ну, главное не класть их вот так вот скопом, как мы вот эти, да, там. Я в начале эфира говорила, что я взяла их и вот так положила. Они, конечно, не слипнутся. Вот уже начинают поблескивать трубочки. Я уже вижу, что вот здесь вот начинает образовываться хорошая пленочка. Я еще не трогаю, еще рано их мне класть в пакет. Вот сейчас. И здесь уже начинает проходить липкость. И вот трубочки начинают поблескивать. Вот. Еще чуть-чуть. Я могу их перевернуть вверх тормашками вот так вот. Потому что вот если заглянуть, да, там в серединке, они все равно же прячутся. И воздух как бы не так как циркулирует. В общем, это мои такие вот наблюдения бзыки. Я могу вот так вот их перевернуть. И пусть они мне еще так полежат чуть-чуть. То есть, ну, с такими вот самоваренной морилкой, да, вот я вот балуюсь. Я бы так сказала. Почему балуюсь? Потому что вот я не знаю, как делают, конечно, такие вот морилки, да. Вот такого плана. Вот. Но здесь я, когда варила, добавляю соду. Сода она сушит. Насколько я знаю, сода сушит. И с ними побаловаться нужно. Если бы я обрабатывала трубочки вот такие, покрашенные вот таким вот, да, такой морилкой, то липкости вот такой вот, как прям не было бы. Они чуть-чуть по-другому себя ведут, трубочки. Ну, опять же, принцип был бы точно такой же. Сначала 1 к 1, а потом сверху еще прохожусь с этим чистым лаком. Манера разговора, как у Беликовой. Так мы ж с Украины, ёханый. А у нас тут все так разговаривают. Так. Спасибо
за ваш рецепт, ищу свой, пробую, выбираю тот, который подходит мне. Правильно, так и нужно. Я же говорю, что вот каждый мастер обрабатывает по-своему, по-разному, как ему удобно. Методом тыка, проб и ошибок вы найдете свой метод, как вам будет удобно, выгодно и быстро, я бы так сказала. Ну, относительно, конечно. Вот. Поэтому каждый делится своим способом, а вы уже пробуйте, выбираете. Устраивает? Не вопрос. Не устраивает? Смотрим дальше, подбираем. Ну, допустим, я себя для основы взяла. Если лак густой, я его могу разводить 1 к 2. Если лак жидкий, могу разводить 1 к 1. Если он совсем жидкий, я его вообще не развожу. Вот, я от этого я уже отталкиваюсь. Ну и, естественно, плюс я уже знаю, чем у меня покрашено и как его обработать. Вот. Опаньки, дизлайк поставили. Ой, хоть ура. Так. Так, Алина, приветик. По наблюдениям поняла, что обрабатывать трубочки лучше глянцевым лаком, а само изделие матовым глянцевый быстрее сохнет и не дает такой липкости. Ох, что я могу сказать по поводу глянца и по поводу мата? Я вообще на это не обращала никогда внимания. Вот честно. Ну, как-то я вообще не зацикливалась. Для меня что глянец, что мат, вот это либо мат, либо глянец. Ну, то есть либо сильно блестит, либо не сильно блестит. А вот по поводу того, как он липнет, это я на это как-то не зацикливалась на этом. Поэтому я не могу сказать, допустим. Я, например, не очень люблю, когда изделия прям блестят, так прям, в общем, вы поняли, как что может блестеть. Вот, я люблю, когда такое полу, да, не совсем матовое, но и не глянцевое, так, полуглянец. Вот мне такой нравится, да, вопросов нет. А когда прям сильно блестит, то, нет. Я не очень такое люблю. А по поводу наблюдения, что быстрее липнет, что не липнет, я не наблюдала и как-то, не знаю. Еще рано. Вот они почти холодненькие, но еще рано. Если я их сейчас заверну в пакет, толку с них не будет. Поэтому я жду, когда хорошая плотная пленочка образуется сверху. Еще можно их сделать вот так. Я так тоже делаю, если, допустим, мне там нужно что-то делать, а я их вот обработала. Вот сейчас я их в кучу собрала, сейчас они не прилипнут, в принципе, но я бы так сказала, я им еще даю отдышаться на свежем воздухе. Вот. И если мне нужно чем-нибудь заняться, а смотреть некогда, я их вот так вот могу собрать. Знаю, что они в любом случае не слипнутся. И могу еще сделать вот так. Но переверну вверх тормашками вот так. Концы-то мы все равно обрежем. И вот так накинуть пакет сверху. Все. Я знаю, что там все нормально. Они уже однозначно не слипнутся. Вот так оставляю их. И пошла заниматься своими делами. Вот в таком состоянии они у меня могут стоять. Могут стоять час, могут стоять 2. Потом сняла их и все. То есть сейчас они у меня просто, так как я ничего не делаю, стою трезвоню, могут стоять просто на воздухе. Я за ними все равно наблюдаю, поэтому пускай дышат. Вот. Так, Анна, эфир сохраняет. Да, я эфиры всегда сохраняю, если только YouTube не начнет ругаться и не сохранит. Вот.
Какой у меня это лак? Я сейчас посмотрю. Честно, даже не знаю, какой у меня это лак. Вот честное слово. О, вот ей-богу, я как-то даже и не читала, какой у меня лак. Так, так, Харьков. Сейчас мы тут попытаюсь прочесть. Так. А у меня не пишет. А как это у меня так не пишет? Ну, это, скорее всего, глянец. Так, ну, вже це фрапування. Так, без запаху. Щільник фрапування. Вот не поверите, здесь вообще не написано, глянец это или мат. Ну, я так думаю, что это, наверное, глянец. Либо полумат. Нет, наверное, полуматовый, скорее всего, потому что трубочки, но они не сильно блестят, но... О, смотрите, вот теперь начинает и черное доходить кондиции. Вот. Ой, люблю я вот этот звук. Всё. Но еще плотно я не заворачиваю. Вот так. А беленькие? Ой, какие они. А на ощупь вообще прям гладенькие, хорошие. Мне нравится. Так, здесь еще они, видите, мягкая. И здесь мягкая. А здесь... Ну, я бы так сказала, я бы еще часик дала им полежать. Вот. Я же говорю, у нас просто температура в доме теплая, поэтому они сохнут очень быстро. И можно пересушить их. Если влажная температура, то, конечно, все намного дольше делается. Все, вот так вот пускай лежат. И эти пускай лежат. Глянец, да? Ну, может быть и глянец. Ну, вроде как и поблескивает, но я не скажу прям, что он сильно блестит. Вот сейчас в таком состоянии. Так. Ну вот почти они готовы, но еще мало. Пускай стоят. Сколько они могут стоять до тех пор, пока я не увижу, что хорошо вот впиталась и сверху трубочка, она уже хорошо образовалась пленка. Сейчас она плененько, пленка, плененько. Пленочка сама хрупкая, тонкая. Она еще не той кондиции. Пускай стоят. Все. Ой, так. Да, это, да. Я не нашла на этом лаке, в общем, что это глянец или, будем так говорить, мат. Ну, вроде как глянец, а вроде как и полумат. Но точно не матовый, однозначно нет. Вот. Так, еще что хотела сказать по поводу лака. Где там у меня этот лак? Вот этот лак очень хороший. Так, где там его? В плане чего он хороший? Вообще не липнет ничего. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот, ну, конечно, 750. Ну, цена 100 гривен. Кстати, я скажу, как для меня, то вполне нормальная, адекватная и цена, и качество вообще шикарнейшее. Да не указан тут на крышке ничего. Тут вообще пустая крышка. Чистая. Вот как получаем лак, вот так вот он и приходит.
Так. В общем, вроде бы я все, что я хотела, сказала. В общем, столько мыслей было всего вам объяснить, рассказать. А вообще новичкам хотелось бы сказать, чтобы вы не покупали дорогие лаки и все остальное. Начинайте пока самого-самого, я так сказала, недорогих, там, дешевых материалов. То есть для того, чтобы хотя бы потом не было обидно, что вы их выбросили, так как я. Я начала покупать очень дорогие, и столько всего повыбрасывала, и очень-очень жалко. Я вам скажу, что есть, допустим, лаки, вот, ну, вообще по цене, цена-качество вообще прекраснейшая. Например, вот на вот этом, да, МГФ. Цена его, ну, у нас в Украине, да, вот я покупаю в магазине 102 гривны, качество лака прекраснейшее. Ну, допустим, для обработки я зажму. Мне как бы это жирно для обработки. Вот, поэтому я пользуюсь вот таким. Он дешевле. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно. А уже, конечно, покрываю лаком вот таким вот, либо вот таким вот. Такой я покупаю лак Аура с воском. Вот, вот так. Так, ну что, вроде бы все, что я хотела сказать, я сказала. Вроде бы все. Ну что, подведу итог своей обработки еще вкратце. Значит, то, что я крашу, допустим, с составом, в котором есть лак, значит, я обрабатываю, ну, беру, да, допустим, 1 к 1. Моя задача увлажнить трубочку, так как они у меня высыхают полностью всегда. Моя задача увлажнить трубочку и добавить, будем так говорить, лака на верхнюю поверхность трубочки. Вот. То есть это вот таким вот. Здесь я добавляю. И, естественно, белый цвет, то есть для радиаторов. Что касается такой морилки, да, неважно, самоваренная это у меня или это покупная морилка. Принцип у меня обработки сейчас такой. Я обрабатываю сначала 1 к 1. Вот, для того, чтобы увлажнить трубочку. Упала трубочка, ну ее как туда поставить. А следующим этапом это я наношу сверху лак для того, чтобы хорошая пленочка образовалась на поверхности. Здесь просто 1 к 1. Следующий я не обрабатываю чистым лаком сверху еще, для того, чтобы еще жестче не делать трубочку. Почему? Потому что здесь и лак, здесь и эмаль. В общем, вот так. Наверное, это все, что я хотела. Ой, прошу прощения, я тут слегонца дергаю. Вот, наверное, это все, что, в принципе, я могу еще ответить по тому, что я хотела вообще рассказать. Если есть вопросы, спрашивайте. Ох. Так. А вы по звуку понимаете? Нет, я по звуку не понимаю. У меня все методом, я так сказала, мацанья. В общем, все на ощупь я. Вот. Так. Так, какая цена этого лака? Какого именно лака? Я не поняла.
За какой лак имеется в виду, что вы спрашивали? Если имеется в виду вот этот лак, 5-литровое ведро, 300, ой, сейчас скажу, 300, у кого-то было 390, я сейчас покупаю по 340 гривен, 5 литров. Вот. Такой лак 102, такой лак 100, в общем, 200 гривен, такая вот, литр, 200 гривен. Ну, ощутимая разница, поэтому я вот эти вот лаки использую на финиш. А 5-литровку я уже на обработку. Ну, я, например, я не считаю, что нужно прям на обработку супер-мега дорогие лаки брать. Ну, это сугубо мое мнение, конечно, вы можете и не с ним не соглашаться, ваше право. Ну, как-то вот так. Хруст трубочек. Ой, да, я тоже люблю. Вот я всегда вот как начинаю только плести, я сажусь и, и делаю вот так. Вот так. А потом, когда они еще, когда плетешь ими, они тоже вот так вот как-то так похрускивают. Вообще красота. Вот. Так, ну что, значит, с этим мы разобрались. Я вроде бы объяснила, как могла. Мыслей в голове куча. Вроде пытаешься их в кучку все собрать и так вот как-то разложить по полочкам максимально. Если где-то что-то я не права, ну, это мой опыт, делюсь тем, что я понимаю, знаю. Ну, пробуйте, экспериментируйте. Ну, еще они у меня будут стоять как минимум, допустим, полчаса. Вот так вот. На свежем воздухе я их вот так вот могу оставить и периодически буду подходить, смотреть, чтобы трубочка, хорошая пленочка уже начала образовываться. Сейчас пленка еще слабенькая, поэтому я боюсь, что если я закутаю их сейчас в пакет, они все равно могут повредить друг друга. Поэтому их не трогаю. Все, ну что, если будут какие-то вопросы, как обычно, пишите в комментариях. Я вроде бы на все отвечаю с большим удовольствием, потому что неприятно, когда, во-первых, вы смотрите, значит вам канал интересен, а это уже для меня большой плюс и стимул снимать еще что-то новенькое. Кстати, по поводу этого, боже, пуфика. Я так думаю, что если все будет хорошо, то на следующей неделе я сделаю мастер-класс на пуфик. Но я не знаю, конечно, как я его буду снимать. Там, наверное, будет две части однозначно, потому что, значит, и про каркас нужно объяснить. Ну, как я его собираю, с чего и как. Я надеюсь, если у меня муж согласится быть в кадре, это будет хорошо. Если нет, то тогда, значит, придется мне как-то собрать его, а потом вам объяснить. Ну, как-то так. Потому что все каркасы мне собирает муж, я его заставляю. Вот так. Ну, а по поводу плетения, естественно, все уже будем вместе. Надеюсь, у меня все получится. Так. По закрытию обратной тройной веревочки. Я обратную еще тройную веревочку не делала. Я об этом помню, меня просили, но я еще никак не это. Я еще не делала это видео, поэтому не знаю, за что вы благодарите. Наверное, за то, что этого еще нет. Все, девочки, будем закругляться, значит. Жду я еще пока. Ну, еще рано. Они еще такие вот прям хлипенькие. Поэтому я боюсь, что если их оставлю, могут друг друга облепить. Вот. Все. Пускай еще полчасика у меня постоят, так, а я потом это...
Сделаю, сделаю. Я стараюсь выполнять все, что вы просите, но я помню, не всегда бывает у меня такой момент, что вот получится. Но я сделаю, я обязательно сделаю, как спрятать хвостики. Все, всем хорошего утра, я не знаю, у кого-то утро, день, вечер. Я надеюсь, я вроде объяснила все, как смогла, в общем, так объяснила. Вот. А еще, если будут вопросы, пишите под видео, я тоже с удовольствием на все ваши вопросики отвечу. Все, всем пока, хорошего настроения, не болейте, обязательно как-то берегитесь, потому что с нынешней нашей заразой, которая вводится, не очень хочется так сильно болеть. Ладно, все. Всем пока, спасибо, что пришли, поддержали. Ну, если видео было полезно, опять же таки, пальчики вверх. Все, пока-пока.